Вновь на связи Саша Карельский из Турции и Ваня Червинский из Петербурга. Вань, привет! Друзья, всем привет! Я нахожусь в парке лесотехнической академии. Здесь очень приятная атмосфера, озеро, и здесь прогуливаются будущие фермеры, будущие агрономы. И, как вы слышите, наверное, здесь настоящий заповедник природы, и в том числе и птиц. Прекрасное место. Я, если честно, даже немножко соскучился по родине, поэтому жди, скоро приеду. Кстати, Саш, ты после эфира пойдешь купаться в море, а я буду надеюсь, что окунусь в это прекрасный резервуар вот этот. Я думаю, ты будешь смотреть, как там купаются собаки радостно. А сам воздержишься. Да, в таком случае я не решусь составить им компанию. А я пользуюсь случаем, так как у нас на канале более 50% казахстанцев подписчики, хочу поздравить всех с большим праздником, Вань. Сегодня отмечают праздник Араза Айт. Дело в том, что казахстанцы целый месяц держали пост, и когда я был на Бешбармаке, многие из казахстанцев мучительно наблюдали за тем, как я вкусно барствую и развлекаюсь вместе с остальными участниками, которые не принимали участие. Поэтому я всех поздравляю, теперь все, можно кушать, можно наслаждаться жизнью в полной мере. Саш, ты надеешься, что теперь те, кто хейтили тебя в комментариях, теперь вернутся и снова поставят лайк к нашей сегодняшней беседе? Я очень надеюсь, и надеюсь, что ты тоже вкусишь казахского гостеприимства здесь, в Турции, потому что я знаю, что ты взял билет в Турцию, и 25 мая ты должен быть здесь для того, чтобы открыть памятник Абаю Кунанбаеву, открытие которого должно произойти здесь, в Турции, в Алании. Да, открытие состоится 27-го, правильно? Потому что я прилетаю 25-го. Не, на самом деле, просто открытие состоится 27-го, а так получилось, что я прилетаю 25-го. Это отличные новости. Также хочу сказать, что здесь у меня жизнь течет буквально двойным темпом, потому что очень много встреч, очень много знакомств. И ты знаешь, я совсем недавно тут познакомился с Диарс, которая позвонила мне, ее зовут Асель. Она попросила встретиться со мной, и мы провели с ней беседу. Она рассказала о том, как стала Дирс, и много чего интересного. Вообще рассказала о творчестве Димаша и о том, как она к этому пришла. И самое главное, что она делает в Турции. В общем, ждите тоже очень интересную беседу, которая должна состояться на канале Алга Петербург. А давай также, пользуясь случаем, прорекламируем наш канал «Эхо жизни», где очень много уже есть передач про Турцию. И если кто-то интересуется жизнью в других странах, как живут, например, казахстанцы в Турции, можете перейти на канал «Эхо жизни», там очень много уже интересных передач. Ну, Вань, ты знаешь, не всем нравятся наши инициативы, потому что не все передачи, во-первых, выходят на канале «Эхо жизни». Иногда я делаю передачи на канале Алга Петербург, и все чаще и чаще я начинаю встречать самые разные комментарии, вот несколько из которых я бы хотел тебе зачитать. Адильбек пишет: «Здравствуйте, мне хотелось слушать здесь у вас только о Димаше. Почему стали предлагать смотреть, слушать всех подряд? Как будто все, Димаша уже знает весь мир. Канал потерял свой контент. Если начнет говорить про всех казахстанских артистов, это уже будет не тот канал. Я думал, этот канал именно только для продвижения популяризации Димаша». Алга Петербург пишет уже Марамкуль Хусаинова. Алга Петербург все меньше и меньше стал делать передачи про Димаша. Иманбек стал более выгодным фаворитом. Очень много комментариев про него. Димаш автоматически оказался в запасном варианте для канала. Это не только мне, и ежу понятно. Вот что ты, Вань, скажешь на такие гневные отчасти комментарии? Я вот хочу сказать, что на самом деле комментарий по делу, потому что действительно передач про Димаша на нашем канале стало меньше. Но я хочу все равно обратиться немного к статистике. Я вот немного выписал. В среднем у нас на каналах выходит 60 роликов в месяц. И из них, я думаю, что 45, если не 50, они все про Димаша. Просто, знаешь, в чем, наверное, дело? Новостей про Димаша стало намного меньше в связи с пандемией, в связи с тем, что нету концертов. На самом деле не хочется заниматься желтыми новостями, одну и ту же новость, которую все уже знают, по несколько раз пересказывать. Я думаю, что от этого не так много будет пользы. А я вот еще не могу понять, а что плохого в молодых талантах, потому что вот ты прочитал комментарий, я тоже один приготовил. Вот White Seal пишет:
Сказали бы два слова, что на детскую волну едет из Казахстана 11-летний Жан Макин. За его спиной уже приличный опыт побед на международных конкурсах. Талантливый вокалист, к тому же сам себе сопровождает на фортепиано, укулеле, электрогитаре, а также обладает даром хром-эстезии. Вот хром-эстезии я не знаю, но Жан Макин очень интересный вокалист, за ним, я думаю, что будем следить. И также я хочу сказать, что мы обратили внимание недавно не только на Иманбека, мы обратили на группу Мецо, которая будет выступать на новой волне. А еще нельзя забывать и про Айсултана Сиитова, про которого мы тоже недавно рассказывали, который снял полнометражный фильм. И Мадис Издыков, тоже великолепный вокалист. Я думаю, что если мы будем рассказывать про таких вот артистов, то я думаю, что это будет интересно для всего мира. Я тоже, Вань, хочу добавить, что Димаш, разумеется, стал нашей отправной точкой, и мы очень много сделали передач об этом артисте. Но надо не забывать, что сам Димаш говорил о том, что нужно слушать очень много разной, хорошей, качественной музыки. И вот в тот момент, когда мы познакомились с Димашем, перед нами открылся целый горизонт молодых талантливых исполнителей. Это и Ержан Максим, и Данелия Тулешева, и группа Made in KZ, которая потрясающе играет на домбре. Поэтому я считаю, что это незаслуженно будет, если мы просто будем умалчивать об этих талантах. Потому что, сам знаешь, на крупных телевизионных каналах просто ротации этим людям очень часто не дают. И это неправильно. Да. Саш, кстати, я сейчас, когда мы с тобой заговорили про Айсултана Сиитова, я вспомнил, что на самом деле это каш переводится не брови совсем, а это переводится довольно грубо, такое обращение типа «убегай», скройся. Понял. Это обычно так говорят, когда вот какая-то напряженная ситуация, и могут сказать: ну-ка, скройся отсюда. Понял? Вот так вот. А еще, кстати, я должен сказать, что в одной тут новости про фильм, великолепный фильм, кстати, который называется «Томми Рис», я оговорился и сказал «Моррис». Но, конечно, это Томми Рис, и я всем рекомендую обязательно посмотреть фильм. Действительно, фильм, который, я думаю, что мог бы выступить и на «Оскаре», или на любом кинофестивале. Спасибо, что вы поправили меня. Я надеялся, что если вдруг когда-то у меня будет ошибка, то вы сможете меня скорректировать. Ну а теперь, Ваня, раз уж люди так хотят услышать новости о Димаше, мы можем им помочь, потому что совсем недавно появилась интересная новость, что Димаш был замечен в компании дирижера оркестра «Астана Опера». И там были интересные сняты кадры, в которых сам Димаш сказал, что назревает что-то значительное. Судя по всему, писалась какая-то музыкальная партия к его новой песне, в которой будет, по словам Димаша, планируется хор из 40 человек и академическое сопрано. То есть затевается что-то очень мощное и глобальное, поэтому, как обычно, все готовятся к долгому ожиданию чего-то интересного. Я уверен, что это будет супер проект. Все-таки Димаш, он зарекомендовал себя в жанре кроссовер. Очень многим приятно его видеть в смокинге. Я думаю, что вот в такой обстановке с классическими инструментами, с настоящим оркестром, мы можем ожидать что-то классическое и что-то очень крутое. Ну и также нужно не забывать, что то, что будет, будет, а то, что есть сейчас, это... Предстоит нам мощное голосование на канале MTV, поэтому на прошлой неделе мы отдохнули, а на этой неделе нужно вооружиться реквестами и дать жару на американском MTV. И, кстати, мы встретились с фандомом «Феникс». Мы обязательно должны сказать о том, что скоро появится другая передача, в которой мы расскажем о деятельности этого фандома. Но то, что Димаш занимает первые места на MTV, на других всяких разных голосованиях и конкурсах, это заслуга этого фандома. И если кто-то сегодня хочет помочь Димашу занять первое место на пятничном голосовании, в нашем описании сейчас находятся номера телефонов Светланы и Гульнары, которым можно написать. Они подскажут, как можно правильно проголосовать сегодня. Ну а для тех, кому мало голосования на MTV, можно также поддержать Димаша на чешском музыкальном телевидении. Почка чарт, 20 самых популярных музыкальных видео сейчас пытается выявить. И Димаш участвует в этом параде с песней «Be With Me». И борется, между прочим, за лидерство с группой BTS. Поэтому у кого есть силы и желания, могут также посражаться и в этом голосовании. Саш, а я хочу кое-что прорекламировать, с твоего позволения. Ведь наши друзья, все наши зрители, они любят хорошую музыку.
И есть великолепные артисты, которые неоднократно принимали участие на наших концертах. Например, если ты помнишь, Джонатан Доноса и его подруга Анита, они великолепные вокалисты из Чили, и они исполнили на своем YouTube-канале песню «We Are». Поэтому, друзья, ссылка тоже будет в описании. Обязательно посмотрите, классное исполнение. Кроме этой песни есть еще что посмотреть. Наш друг Джей Кей, американский эксперт в популярной музыке, он написал песню специально для Димаша и уже спел ее во время службы в церкви, если я правильно понял. В общем, это интересное зрелище можно тоже увидеть на канале у инфартиста JK. Ссылка будет в описании. Кстати, так же, как и беседа с JK по поводу клипа Be With Me, ссылка тоже будет в описании, на Эхо Питера уже доступна. Есть великолепный кавер классической скрипки. Это Санг Шен, которая исполнила песню «Чернобривцы». Представляешь? Да, я уже послушал, и это действительно очень проникновенно. Вообще, каждая встреча Санг Шен и скрипки заканчивается чем-то невообразимым, поэтому она большая молодец. Так что перед голосованием, если кто-то хочет зарядиться хорошим настроением и особыми эмоциями, то можете перейти также и на канал Санг Шен, ссылка тоже будет в описании. Друзья, на этом у нас все. Пятничная беседа подошла к концу. Спасибо, что были с нами, беседовали. А я прощаюсь с вами, совсем скоро буду в Петербурге, так что, Вань, встречай. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.